Так как народу у нас мало, пионерский костер нам не нужен, а мы находимся в сосновом лесу. Для разжигания костра здесь и для поддерживания ни топор, ни нож, вообще ничего не надо. Достаточно дойти до сосны. У каждой сосны вот здесь вот, по низу идут сухие сучья. Они легко растапливаются, легко ломаются. Самое главное, они уже мертвые. Сосне они только мешают. То есть на них снег нависает, ствол подламливает, сплошные неудобства, пользы никакой. Поэтому если вы их аккуратно отломаете от сосны, она вам будет только благодарна. Ну, чем мы и займемся. Как вы не видите, я сильный, только легкий. В принципе, вот таких вот штук 5 сучьев хватит, чтобы, литровый котелок вскипятить запросто. Даже 2-литровый. Сейчас мы кучу наломаем. А вот это вот прекрасный материал для растопки. Видите, как спички. Легко ломаются, в них очень много остается сосновой смолы. То есть ни ножа, ничего не надо. Я взял, наломал. Осталось поднести спичку и развести костер. Ой, это можно не снимать, это вырежем. Когда снег глубокий, все хорошо. Главное, падайте аккуратно, прыгайте с дерева тоже. Особенно если вы один, берегите себя. Видите, все сучья обламываются сантиметров 5 от основного ствола. Так что, в принципе, никакого вреда дереву мы не приносим. Ну вот, для небольшого костра растопки достаточно. Повторюсь, как уже говорил, на этом можно спокойно вскипятить воду, погреть чай. Если нужда у вас в большем, не стесняйтесь, ломайте веток побольше. Вон, например, там их полно толстых. В принципе, если заготовить достаточно, можно спокойно и ночь перезимовать, и все такое прочее. Если совсем нужда острая, ломайте сухие сосны. Возле основания они легко ломаются. Можно не гоняться сразу за толстыми сучками, начать с тонких. Они ломаются легче. Не надо проявлять чудеса эквилибристики. Такие же сухие. В принципе, вот это вот у нас растопка для костра. Повторюсь, опять же, никакого ножа, прочего для этого не надо. Надо только руки и голову. Так, смотрите. В принципе, для разведения костра сейчас хорошо. Сухое время года, относительно дожди еще не идут. Воздух не сырой. С ветками проблем нет. Соответственно, что нам нужно? Нам нужна растопка. Куча мелких сучьев, которые сразу загорятся от одной спички. Вот такие вот тонкие веточки. Единственное, хорошо бы их не класть в снег. И хорошо бы, прежде чем класть их, положить немножко более толстых сучьев, как подложку. Во-первых, мы неизвестно, на что кладем наш костер. Не всегда так хорошо, как здесь. Точнее, не костер, а растопку для костра. Подложка, по крайней мере, предохраняет костер от того, чтобы он сразу не затух. Для подложки я беру вот несколько сучьев, ломаю их. Подложка готова.
теперь небольшой курс физики. Я, наверное, за этой штукой прячусь постоянно. Огонь, как и любое тепло, он поднимается вверх. Соответственно, чтобы все разожглось сразу и с одной спички, нужно две вещи. Доступ воздуха, небольшой поддув. Ветер — это плохо. И возможность, чтобы когда огонь будет подниматься вверх, там что-то было, что будет гореть. Соответственно, самый простой способ разжигания костра — это сделать шалашик из веточек. Такой шалашик уже непонятное, наверное, слово. Небольшую пирамидку из тонких-тонких веточек, которые легко займутся. И сделать с небольшим входом, чтобы туда можно было просунуть спичку, и оно все загорелось. Для растопки лучше брать самые тонкие ветки. Единственное, надо проверять, чтобы они были не в снегу. Проверять можно губами. То есть, когда вы губами прикасаетесь, вы очень точно определяете и температуру, и влажность. Вот так. Так как здесь кругом сухие сосновые ветки, я не буду мучиться с растопкой, не буду искать березовую кору. Думаю, это все не надо. Если это надо, то мы этот дубль вырежем. Берем такую охапочку растопки, ставим ее шалашиком. Веточки внизу, они, кстати, нам уже очень помогают. Они не дают растопке рассыпаться. Сразу важно, что если даже у вас костер сейчас займется, то есть вот я сейчас еще наложу несколько слоев растопки, и оно все загорится. Неплохо иметь сразу под рукой веточки потолще, чтобы ими заставить то, что разгорелось. Иначе у вас как разгорелось, так и затухло, и вы все начинаете по второму разу. Самый идеальный способ — это немножко бумаги, сухих газет. Сейчас в ящике этих рекламных газет накидывают немерено, хоть как бы они пригождались для растопки. У нас их, понятное дело, нет, а будем растапливать простым способом. Важно, что несмотря на то, что нам нужен доступ воздуха, интервал, расстояние между кусочками растопки должно не превышать длину пламени от спички. Если у вас расстояние больше, то спичка не будет захватывать то, что стоит рядом, и они будут прогорать поодиночке без всякого толку. Ну что, давайте пробовать. Сложили шалашик, поджигаем спичку. Положили спичку. Видите, расстояние чуть больше, чем я говорил. Но тем не менее, ветра нет, дрова сухие. Что-то должно загореться. Тяга есть. Несмотря на то, что растопка лежит не совсем по-правильному, она тем не менее загорелась. Как там в фильме, несмотря на все усилия Шурика, костер все равно горел. Подкладываем более крупные. Сейчас ответственный момент. Мелкие будут очень быстро прогорать. Если не подкладывать других веточек или подкладывать их неправильно, то костер опять затухнет.
Видите, весь жар концентрируется наверху, а веточков там нет. Соответственно, чтобы так не делать, надо шалашик делать поаккуратнее, не так лениво, как я. Не всегда у вас будет такая идеальная растопка, как сейчас, которая вам все будет прощать. И идеальные погодные условия. Желательно все делать образцово. Ну что, несмотря на все мои усилия, костер разгорелся с одной спички. Он горит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Обещаем, будет еще много нового интересного. Пока.